Путь в новую школу лежит через этот вот пешеходный переход. Вот она, новая школа. А мы, кстати, немножко промахнулись. Мы по Садовой пошли, а надо было по Лазурной. Вот Наташа туда в ворота зашла, уже пошла. Сейчас и я. Так, рабочие там газон оборудуют. Тут еще строительный мусор не вывезен. Здесь тоже, ну, надеюсь, еще когда-нибудь все зазеленеет. Ну вот уже территория школы. Здравствуй, школа написано. Причем прямо так вот и сделано. Это не просто лозунг натянут, а прямо буквы такие добротные. Так, клумбочку устраивают. А охрана, вот здесь вот пункт охраны. Сидят два человека, один казак, другой в Чоповской. Там моют стекла. И вот он, здесь вход, здесь, видимо, прием документов. Срочно требуются уборщицы, кухонные рабочие. Обращаться по номеру телефона. Так, ну что сказать. Там очередь прямо в фойе. А я побежал делать копии паспортов. И неизвестно где, но буду искать. Придется чуть ли не туда идти, до Анапского шоссе. Вот сразу же, смотрите, дорога, да, дети будут ходить в школу. Где тротуары? Где тротуары? Вот, пожалуйста, вот идет мама с двумя детьми. Идет прямо по проезжей части. С другой стороны есть тротуар, но он непонятный тротуар, конечно. Должен два тротуара быть. Не по одному же всем ходить. Вот такие вот. Вот как раз спортивная улица, на которой школа и расположена. Вот. А потом здесь будет грязь, пыль. Вот такие дела, друзья мои. Новая школа — это не всегда хорошо. В поисках ксерокопии я пришел к ЖК Черное море. Ну, должен же в этом жилищном комплексе быть хоть один полезный какой-нибудь, вот полезная услуга, как ксерокопия. Где? Смотрю. Нету. Сейчас с другой стороны буду обходить. Чтобы попасть на этот балкончик, думал, так пройду и так, а тут нету, тут обрывается. Это надо вокруг обходить, и чтобы попасть, надо обойти все это здание. Вот здесь вот лесенка. Ну тут хоть еще газон такой нормальный. А возле нашего ЖК уже он вытоптан и выжжен. Так, смотрим, читаем. Кто-то должен делать копии. Хоть где-то. Бывает, что и снаружи не пишут, где-то внутри, но сначала снаружи проверим. Вот такие здесь площадочки. Вообще, конечно, места очень много. Вот такой вот колодец. Но есть, да, вот одежда, сумки, канцтовары какие-то, брынза, двери, кубанская, там чего-то у нас, мясо, молоко, а копий нету. Вот там ТСЖ расположено, Черное море. Зашел туда, говорю, я заплачу, сделайте мне копию. Но они меня послали вот сюда вот, в канцтовары, и сказали, что здесь делают ксерокопии. И вот действительно, здесь вот я читаю. Все, ксерокопия, домофонные ключи. И вторая запись, 25.08 по техническим причинам магазин не работает. С 12. Итак, друзья, я все продолжал искать, где бы сделать ксерокопии. Наконец я сделал вот в конторке, которую я вам сейчас показал.
Там хорошо, прохладно, работает кондиционер, без очереди. Вот. Но у меня был еще шанс дойти до красно-зеленых, где располагается Копи-центр, там, где, помните, мой друг Андрей Хрущев фотографировался. Ну и все, сейчас я иду, видимо, опять в школу, хотя мы с Наташей потерялись. Мы потерялись, а я еще и вдобавок ее телефон забрал. И все, вот так вот. Я, кстати, в школу уже заходил по пути вот с ЖК Черное море, но ее там не нашел. Думал, она дома, дома тоже ее не оказалось. Птички чирикают. Ну ладно, пошел дальше. Ну что, опять я подхожу к школе, и я засекал время на секундомере, на своем телефоне. В общем, от пешеходного перехода я там решил, запустил этот свой секундомер. И вот до этого момента, вот клумбу уже вы засадили, видите, сегодня на ходу 10 минут, но если там спуститься с этажа, и здесь это еще, ну, получается, в общем, если, как говорится так, 15 минут получается до школы пешком. 15 минут. Вот, ну, я смотрю, сейчас уже никого нету, видимо, рассосались все. И я сейчас вот эти вот документики сдам и... Ну, результат какой нашего похода с Наташей? Там, оказывается, еще понадобились вообще все копии. Все копии. И СНИЛСа, и Машиного паспорта. В общем, потом вечером уже Наташа собрала окончательно все документы. Вот. Дело Машина и медицинская карточка была у нее на руках, и она уже вечером сходила. Это было, наверное, часа 4. Да. Сходила и быстро сдала, уже без всякой очереди, никого не было, родителей. Так что, в общем-то, все. Вот. Ну, конечно, Наташа высказала свои критические замечания по поводу территории, которые там делают. Говорит, зачем такие большие газоны, лавочки расставили не по уму. Вот. Ну, обосновала это, конечно. Вот. Лежат там 3 флагштока, так что 1 сентября будут поднимать 3 флага. Ну вот и все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. У меня аллергия, поэтому у меня вот такие глаза с утра уже.